История знает много исторических событий, как в макро, так и в микромасштабе. Сегодня мы фиксируем новое историческое событие. Это новая визуальная концепция, новый фирменный стиль, K-Visual. Это историческое событие в компании, я уверен, проекта SpaceBot. В этом проекте заложено очень много созидательной энергии. В этом проекте заложена история, в этом проекте заложена суть, идея и масштабируемость. Сама концепция проекта, разумеется, строится вокруг его сути, вокруг его ядра, вокруг его, в том числе, нейминга, SpaceBot. О чем нам говорит космос? Космос для нас сейчас это какие-то эфемерные понятия, это что-то там, это звезды, на которые мы в мегаполисе уже даже и не смотрим. Но для наших дедушек, прадедушек, космос было нечто большим. Космос это было будущее человечества. Космос это тысячи великих умов, тысячи инженеров, которые просто-напросто положили свои жизни, чтобы первый человек полетел в космос. Именно вокруг истории нашей инженерии, вокруг истории, в том числе забытой истории великих творителей, творцов, умов, мы строим новую визуальную концепцию проекта SpaceBot. Итак, прошу любить и жаловать. Основанная на истории, основанная в далеком прошлом, в стране, которой уже нет, на великих умах, которых тоже уже практически нет. Мы базируем свой визуал проекта таким образом, чтобы он откликался на подсознательном уровне у аудитории. Все мы выросли на рассказах бабушек и дедушек. Все мы сформировались там, где мы сформировались, в той стране, где мы обучались, где обучались наши родители. Именно великие достижения человеческого ума мы взяли за основу. Здесь мы можем наблюдать и разработчика, товарища Черенкова, знаменитого советского инженера. Здесь мы видим в том числе, насколько я помню, это нечто связанное с IBM, но первая сеть интернет была разработана в 60-е советским инженером товарищем Глушковым. Фактически проект завалился по глупости, которую мы больше не допустим. Проект завалился и был взят за основу в будущем для разворачивания текущей сети инфраструктуры. Она идет отсюда. Криптовалюты, технологии, все передовые события берут свое начало с этого времени технологических прорывов. Здесь приведен именно эту суть, эту идею мы
мы заложили в проекте SpaceBot. Мы не использовали космонавтов, мы не использовали плавающие ракеты, заезженные темы. Нет. Мы взяли за основу то самое недостижимое, ту самую мечту, к которой стремились эти люди, которые заложили туда невероятную энергетику, и ту самую мечту, к которой мы в итоге прикоснулись. Это сфера, это Луна, это ядро проекта, можно называть как угодно. Именно вокруг этого ключевого визуального образа должно происходить распространение основного визуала проекта SpaceBot. Это масштабируемая сфера, ее можно использовать в социальных сетях, ее можно упаковать под идентику, ее можно использовать как в вебе, так и в офлайне. Ее даже можно собрать просто-напросто в офисе. Вот и все. Так, назад. Вернемся к социальной сети. Отступление. Мы видим, как эта сфера, которую мы взяли за основной визуал, формирует идентику социальной сети бренда, единую узнаваемость, строгий консервативный бизнес-стиль с использованием цветов, в том числе лунного камня, как основного фигурирующего цвета и цвета космоса, темной материи. Двигаемся дальше. Луна сама по себе является реализацией в коде неоморфизма. Мы по задумке в коде происходит ее переливание. Это при качественной фронтенд разработке это достаточно легко воплотить. Мы постепенно перешли к сайту. Это происходит поэкранный скроллинг. Здесь меню. Мы отошли от стандартной структуры. Вы можете к ней вернуться, не суть. Но это основа, вокруг которой можно нанизывать все остальное. Это происходит скроллинг экранов. Может быть с анимацией, может нет. Это тот самый цвет лунного камня, это тот самый стиль из далеких 60-х, который, кстати, очень популярен сегодня. Это переключение экранов проекта SpaceBot. Кстати, лоудер может подгружаться. То есть при скроллинге вниз сменяются экраны, сфера остается и происходит подгрузка до достижения цели и знаменитой фразы «Поехали!». Это очень крутой дизайн и сильная и достаточно простая идея, но не простая в реализации. Вот, что я вам могу сказать? Источники вдохновения — это не какие-то стартапы, вау, мы все бежим, прыгаем, ура, ура. Нет, здесь мы говорим о будущем человечества, здесь мы говорим мы сплетаем воедино наше прошлое и будущее. Это и есть проект SpaceBot, который позволяет приобрести независимость. Это то, к чему стремились наши предки. И достигнуть великих целей, таких как полет на Луну. Все, спасибо, друзья. Наслаждайтесь концептом.